Я вот себя полностью к женщине не отношу. Нет, у нас не было секса. Я всех очень нежно делала. Сквернила святынь, ебалась в музей, фу. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. С Богом, ребят. С нами Бог. Это именно так. Чем ты сейчас занимаешься? Можешь сказать, кто ты есть по состоянию на октябрь 2017 года? Да художник, примерно так же, как раньше, концептуальный художник. Я так себя определила еще лет 13, и я не думаю, что когда-то реально поменяюсь. Почему ты в этой куртке? Это китель, да? Слушай, по-моему, это просто уставная ПШ, если не ошибаюсь. Но это ментовская куртка, да. Это настоящее, ты не кастомизировала, а купила в военторге или где-то продается? А слушай, кастомизировать невозможно так классно, потому что она вот, она как есть, она идеальна совершенно. У нас даже был такой проект, мы хотели в качестве нашего мерча делать куртки ментовские, но немножечко измененные. Мы хотели делать с обратной стороны шубы такие, розовые шубы с надписями маленькими там. А с этой стороны должен был быть такой, обычный ментовской китель, или как он называется. У нас ничего не получилось, потому что лучше обычной куртки не сошьешь. Вот. Что это значит? Почему ты в нем? Ну, мне удобно в ней. Вообще, если ты имеешь в виду идеологически, да? Да. Это попытка переопределить, что значит быть ментом. И мне кажется, активисты, они должны не ненавидеть ментов, а они должны пытаться понять, что ментов побудило быть ментами. И пытаться переопределить слово, значение, облако смыслов, которые вокруг ментов существует. Это, например, как вот произошло с понятием «квир». Да, раньше это обозначало какой-то, типа гад, подонок и все прочее. Потом там было квир-движение, квир-теория, квир-практика, там квир-стадис в всех западных университетах. И теперь квир — это стабильно хорошее слово, которое означает просто инаковость. Никакой негативной коннотации. Ну да. И в этом смысле, то есть про ментов надо говорить и как-то пытаться их осмыслить, а не просто тупо хейтить. Вы же акцию делали какую-то даже, направленную на это. На ментов, да не одну. Нет, я имею в виду на любовь. На любовь, да. Это был 11-й год. Началось все с того, что мне приснился сон о том, что мой товарищ, он активист ЛГБТ-движения, он приходит к отделению полиции, всех уходящих оттуда полицейских он целует в засос. И кто-то отвечает взаимностью, кто-то удивляется, кому-то это действительно не нравится. И так повелось, что многие акции, они рождаются почему-то из снов. Или ты немножко как-то видоизменяешь, или прям вот делаешь то, что тебе приснилось. Я решила, что обязательно нужно сделать эту акцию. И я сначала поговорила с тем активистом, которого я увидела во сне. И он сказал, что он поддерживает очень наше движение. В тот момент это была еще группа «Война». Но он опасается целовать полицейского, потому что он не хочет схлопотать. И потом я подходила еще к нескольким своим друзьям, включая Петю Верзилова. И Петя сказал, что я, конечно, могу попытаться, но ты должна мне обещать, что ты никогда это никуда не выложишь. Я говорю, а почему, собственно? Он говорит, а вдруг про меня что-то подумают не то. Я говорю, Петя, камон, да. Говорю, серьезно, что за такая адская гомофобия? Как так можно? Но он пытался целовать, но задача была поцеловать в губы. Понятно, что в засос тяжело достаточно поцеловать человека, который этого не хочет. Да? А почему в губы? Почему не вот по-старорусски в щеку? Потому что в этом еще и, как говорится, в моем сне в этом была такая, конечно, гомоэротичность. Вот. И поэтому, и поэтому в губы, опять не в засос, а вот здесь просто. И, Петя как раз щеку целовала, это не проходило никак по цензу моему. И поэтому мужчины не справились, а только девочки справились. В итоге это было 5-6 человек девочек, которые это делали. И лучше всего справлялась именно Катя Самуцевич, которая потом в храме танцевала с нами. Но она вообще такой мой принципиальный друг, товарищ, с которым мы основали Пусирайт потом. Вот. И это был прям поцелуй в губы девочки-девочки? Поцелуй в губы, да. И как реагировали полицейские дамы? По-разному было. Но интересно, что задерживали нас всего 2 раза за всю эту процедуру. Мы 3 месяца это делали. Потому что это не так легко вообще найти
который стоит отдельно, обособленно где-то. Ну, потому что ты же не можешь, там, вот, когда их целая толпа, понятно, что тебе даже не дадут приблизиться. Вот, поэтому ты ездишь по метро, ну, так сложилось, что пространство акционизма вот зимой в России — это почти всегда метро, потому что на улице просто тупо холодно. Вот, поэтому мы много штук делали в метро. А были девушки, полицейские, которые вспыхивали от этого поцелуя? Были, да. Были. Как ты понимал, что они вспыхивали? Ты это чувствовал? Ну, смотри, просто я поцеловала одну девушку. Ну, я никогда это не делала агрессивно, да, то есть никакой агрессии я вообще ни разу не встречала. Даже если им это не нравилось, но они просто как-то, ну, типа, вот они говорят, что, ну, я не совсем по этому делу, там, и ходят дальше. А одна, она меня отвела за локоточек в сторону куда-то, в уголок станции, и говорит, ну, а я думаю, что меня все уже, она уводит, ну, в опорный пункт полиции, задержать. Но это не то, чтобы очень страшно, да, ну, неприятно, там, несколько часов ты не сможешь акцию делать еще дальше. А она говорит, ну, зачем же на людях так, ну, зачем? Потом она пыталась мне взять телефон, но я как-то я постеснялась, и потом я тогда была замужней дамой и верной мужу, и вот решила так не делать. Она была красивая? Она была красивая, да. Библиотека 118 в Лефортово. Я жил здесь совсем рядышком, и это место было не то чтобы регулярной точкой моих пубертатных маршрутов, но иногда я сюда все-таки заходил. Книги сдавал с жутким опозданием и думал, почему в нашей школьной программе столько произведений, которые невозможно понять, когда тебе 14, 15 или 16 лет. Я всегда думал, что прочитать произведение важнее, чем знать, в какое время оно было написано, при каких жизненных обстоятельствах автора. Я думал, что это, ну, такое, а это важнее. И я уже не говорю про великие произведения из прозы, «Преступление и наказание» и про войну и мир. И что вы думаете? Листаю я как-то свое любимое аудиокнижное приложение Storytel и натыкаюсь там на лекцию Дмитрия Быкова. У него есть открытый урок на Storytel про Льва Толстого. Про Льва Толстого нужно услышать ровно следующую штуку. «Война и мир» чтение, конечно, не для слабонервных, и уж тем более не для детей. И вам придется перечитывать ее, по моим ощущениям, еще раза два. «Войну и мир» надо читать внимательно. Там нужно читать французские фразы, тоже внимательно. И не пропускать описание военных действий. Это пропускают, в общем-то, все. Хотя, когда я в школе читал «Войну и мир», мне казалось, что я все понимаю, я очень кайфовал, я получил истинное удовольствие. После этой лекции у меня возникает сомнение, что я что-то понял. За те 8 месяцев, что я пользуюсь Storytel, рассказываю о своих литературных впечатлениях у себя в Инстаграме, их библиотека прилично подросла. Появилось много современной прозы, и русской, и зарубежной. В разы увеличился объем лекций, стали доступны короткие развлекательные форматы вроде стендапа. Добавилось огромное количество нон-фикшн. А еще в Storytel куча полезных опций. Таймер сна, чтобы не проспать самое интересное. Закладки, чтобы возвращаться туда, где остановился. Оффлайн режим, чтобы скачать и слушать, даже если интернета не будет в ближайшие 10 часов. И даже регулирование воспроизведения. Регулирование скорости как раз пригодится мне, поскольку в ближайших планах Стивен Кинг на английском и снова лекция Дмитрия Быкова уже по мотивам Стивена Кинга. По ссылке в описании. Короткий путь к победе над ленью и новым знаниям. Всего за 449 рублей. Приобщаемся к прекрасному и едем дальше. Давай вернемся к тому, когда ты приехала в Москву. Это 2007 год. Шестой. Золотая медаль школы и бюджетное отделение МГУ. Ну да. Что у тебя щелкнуло в голове и когда? Что уже через 2 года после этого ты была участницей очень резонансных акций, от которых все тихонько или громко охуевали. Ржали под столом. Ну, вообще я в Москву приехала для того, чтобы как раз заниматься акционизмом, ну или опять-таки концептуальным искусством. А все началось, ну, как ни странно. Не, ну, во-первых, с моего папы, конечно, который мне в какой-то момент дал просто почитать, когда мне было лет 12, Владимира Сорокина «Норму». Он мне отобрал все журналы типа «Космополитена», «Лиза» и все прочее. Он сказал, что вот до 10 лет это можно читать, а после 10 лет это уже поздно. Ты читал журнал «Лиза»? Ну, я читала журнал «Лиза», да, до 10 лет. Мне, не знаю, было интересно, там, как варить кашу, вот это все, там, какие-то истории романтические.
Ну, а потом меня папа застыдил и сказал, что нужно читать «Коммерсант. Власть», «Коммерсант. Итоги». Я ничего не понимала, но я очень любила своего папу и до сих пор люблю, в смысле. И мне нужно было как-то это все осознать, поэтому все вот эти вот фигуры политические, они как-то вот у меня в голове еще с детства, как часть моей семьи. И вот я прочитала Сорокина и поняла, что моя жизнь уже никогда не станет прежней. Потому что ты понимаешь, что значит действительно актуальное искусство. Потому что ну вот ты читаешь всех этих, типа Пушкина, Лермонтова в школе, и тебе как ребенку никогда не объясняют практически, почему, собственно, это инновативно. Ну, потому что если ты преподаешь Пушкина в школе, то по-хорошему ты должен объяснить, почему за это Пушкина могли посадить в тюрьму или там расстрелять. Почему он действительно мог попасть в этот момент в какие-то серьезные траблы из-за того, что он делал. Ведь ты же не понимаешь, вот 20 век уже литература, кажется, и ты смотришь на 18-й, думаешь, там, 19-й, думаешь, господи, ну что за консервы? Их всегда, никогда не дают контекст, почему это было опасно. И когда ты читаешь такого товарища типа Сорокина, поскольку он пишет это сейчас, ты понимаешь, что литература и искусство, оно может быть опасным, оно может быть подрывным. Это что-то больше, чем консерва. Потом ты оборачиваешься назад и понимаешь, что да, Пушкин в свое время тоже был подрывным. И в этом смысле это ключ. Сорокин для меня это был ключ ко всей современной культуре. Потом дальше виноват, конечно, Прохоров. Прохоров виноват в том, что вот это все происходило, потому что Ирина Прохорова, сестра, собственно, Михаила Прохорова, она привезла в Норильск фестиваль «Таймырский кактус». Сейчас этого фестиваля нет уже, к несчастью, я не знаю, почему не свернули его, но они привезли тогда художника Дмитрия Александровича Пригова и Льва Рубинштейна привезли они. Виктора Ерофеевича привезли, но он в меньшей степени на меня повлиял. Вот, безусловно, Пригов. Потому что я зашла на его выставку, там была небольшая выставка, и там Пригов, видео его перформансов. Он киску обнимает, говорит, ну, киска, милая, ну скажи Россия, ну, пожалуйста, ну скажи Россия. Давай вместе скажем. Киса, давай вместе. Россия. А другое там было «Народ-милиционер вместе лепит образ новой России», где он как раз в ментовской фуражке, в ментовском кителе вместе со своим сыном лепит, просто месит тесто. И мне показалось, что вот она и есть, эта свобода, потому что когда ты растешь в каком-то маленьком провинциальном городе, у тебя нет этой свободы. Ты не понимаешь, что ты действительно можешь делать вообще все, что угодно, как человеческое существо. И ты, в принципе, должен это делать. Потому что ты же живешь какое-то ограниченное количество времени. Ты же понимаешь в какой-то момент, что ты конечен. Почему тебе тогда не делать? В этических рамках, понятно. И Пригов меня этому научил. А он в какой-то момент стал читать «Мой дядя самых честных правил», и его фишка, он читает это на разные манеры. Например, там, на манер христианского псалма, или там, на манер буддийской мантры, или там как муэдзин начинает вдруг запевать, там вообще классно. И я поняла, что вот именно за этим человеком я буду следовать, и буду такая, как он. И я приехала в Москву и подумала, что я непременно его найду здесь, и просто устроюсь к нему подмастерьем. Вот если надо будет, я буду мыть пол там в его студии, вот просто, чтобы быть рядом. И, в этом смысле история не была такая, то, что я вот была хорошая девочка, которая приехала и поступила, потому что у меня всегда вот это было во мне, но, смотри, для меня акционизм никогда не был чем-то плохим, то есть здесь никогда не было у меня импульса такого, что вот мне хочется похулиганить, поэтому я пойду сделаю акцию. Совершенно другое. Это естественное продолжение было для меня девочки-отличницы. Даже когда мы делали самые радикальные наши акции. Я часто не хотела что-то делать, но я все равно, я заставлю себя, потому что так нужно. Я хочу нарисовать эту картину, поэтому я подчиню себя. Что ты заставлял себя делать? Начиная с того, что мне не очень хотелось ходить, например, в мужской туалет, я учила себя тому, что вот мне нужно не только в женский, но и мужской. Ты умом понимаешь, что, в принципе, большой разницы между женщинами и мужчинами нету. И поэтому ты ходишь в какой-то момент, в женском очереди, ты хочешь в мужской, и ты идешь в мужской. В смысле, я вот одна из тех, которые считают, что нужны гендерно-нейтральные туалеты иметь. Почему? Слушай, между нами нет никакой разницы в смысле способности делать там вклад в развитие человечества, в общество и все остальное. Где работать, где учиться, никакой разницы. Но физиологически между нами разница есть. Точно так же разница есть между блондинками, брюнетками и для людей, которые длинные волосы, короткие. Можно еще, не знаю, специально делать... гениталий все-таки чуть более серьезное различие. Так ты можешь кабинки для всех просто сделать. Не обязательно же этот каменный век, где ты там стоишь и хуем размахиваешь. Юрий будет дуть.
Как вы познакомились с Верзиловым? Мы познакомились с ним в общежитии МГУ. Я потому что жила с четверокурсницами, и они меня знали как какого-то дичайшего нерда, этого ботаника. И они считали, что вот я единственный человек в нашей комнате, который может читать Шопенгауэра и не засыпать на 5-й минуте. А я бегала там с этим томом Шопенгауэра, кричала, что это вообще просто бросалось на стены, кричала, что вот это самый... Ну, потому что мне мама запрещала читать Шопенгауэра, поэтому, знаешь, просто вот... Почему? Ну, потому что она боялась, что я буду на папу похожей. Они это развелись, плохо. когда мне было 5 лет, и моя мама имела некоторые проблемы в свое время по отношению к моему папе, и она не хотела, чтобы я была на него сильно похожа. Ну, потому что я напоминала там вот это все. И он такой как раз из тех, которые Гегеля, Шопенгауэра. И когда мама обнаружила у меня, собственно, что я скачала из интернета Никомахову этику, и читая ее, она мне сказала, что ты идешь по стопам своего отца, и ты вот увидишь, что в какой-то момент ты не будешь, у тебя не будет возможности просто денег иметь на то, чтобы купить себе ботинки, как у твоего отца тоже. Ну вот, и вот из этой реакции моей мамы, конечно, я очень любила Шопенгауэра и все прочее, просто из какого-то подросткового противоречия, видимо. Ну, я до сих пор люблю. И ко мне эти девочки, четверокурсницы, говорят: слушай, ну вот если ты такой задрот, ты можешь нам тогда помочь вот сейчас подготовить вот этот билет по буддизму? Я говорю, ну могу, конечно, я еще интересовалась буддизмом тогда. И я готовила, потом вышла на лестничную клетку, там пообщаться со своим товарищем, который изучал санскрит. И он говорит, да, я тебе могу привести к человеку, который тебе расскажет все про буддизм. Но он меня приводит, ему не остановился в этот момент в общежитии Петя Верзилов. Ну, Петя, конечно, мне ничего про буддизм не рассказал, потому что единственное, что он мог знать о буддизме, ну, наверное, то, что он слышал в Японии от японок, с которыми он очень много общался, когда ему было лет, наверное, 14-15, потому что, знаешь, когда ты белый мальчик, а ты в Японии, ты пользуешься дичайшей популярностью. Ну, то есть, короче, он мне про буддизм ничего не рассказал, но мы с ним начали говорить о другом, выяснилось, что он знает Пригова, и, ну, я поняла, что это интересный молодой человек. И мы все-таки... Он сказал, мы дружим с Приговым, мы вообще-то, мы друзья. Я говорю, класс, вообще супер, да, все, я твоя. Но потом выяснилось, что он его не знал, и потом мы уже вместе познакомились с Приговым. И Пригов мне сказал, живи, не полжи. Вот. Когда у вас отношения завязались? Ну вот прям, что вы стали парень и девушка? Следующий день. На следующий день? Ну да. И все из-за Пригова? Из-за Пригова, да. Ну, из-за философии еще. Ну, просто мне в какой-то момент потом еще Петя подарил несколько полок своих ну, собрания сочинений, которые он, философских сочинений, и это меня окончательно просто выбило из колеи. Ну, нет, ну, так на следующий день уже. Ну, то есть я тогда еще никогда ни с кем не спала, но вот на следующий день мы с Петей переспали. Мне потом приходилось с этими простынями бегать везде по общежитию, не знаю, где их постирать, потому что ну, ты их сдаешь обратно в общежитие, там ты же не можешь такие вот эти все кровавые сдать. Мне было неудобно. Юрий будет дуть будет Юрий. Нижний Новгород, Макдональдс, зеленка. Вот это абсолютно уебанское поведение этих чуваков, которые типа мужики. В колонии К2 Нижнего Новгорода серьезным образом нарушаются права заключенных. Ты отслеживала их судьбу? Они хоть как-то наказаны были за это? Отслеживала, конечно, да. У нас было свое собственное расследование, которое вообще не так сложно было провести. Просто мы нашли этих людей, мы нашли их ВКонтакте. И имена практически всех. Так. Да, мы нашли, принесли к ментам. Они написали отказ в возбуждении уголовного дела и сказали, что личности не установлены. Ну, не знаю, какая-то глупость. Ну, то есть, понимаешь, что тетушки, люди, которые совершают насилие по отношению к активистам, они всегда совершенно покрыты властью, потому что это совершается по заказу ментов. Ну, поэтому даже если ты приведешь его за руку, ты его отпустишь, скажешь, что здесь нет состава преступления. Вы там были вдвоем? Нет, там была Маша, я, Петя, два наших друга-оператора, еще один мальчик из Нижнего Новгорода, Марк. Смотри, я не хочу строить из себя Геракла ни в коем случае. Не, ну ты сейчас скажешь, почему там нас никто не защитил? Нет, но смотри, когда я смотрел это видео, мне было настолько отвратительно, обидно, жалко вас, что мне хотелось через экран, еще раз, я не Жан-Клод Ван Дамм, но мне через экран хотелось полезть туда и попробовать дать, ну, если не пизды, то сделать так, чтобы, блядь, они не издевались над, неважно, девушками, людьми. Почему два оператора, Петя Верзилов, они занимались тем, что снимали это?
они шли давать в эти хари. Или хотя бы не давать, если ты чувствуешь риск, что можешь попасть в ментовку, но сделать, оттеснить, что угодно сделать. Почему? Ну, может быть, они были как-то очень огорчены этим. Но, допустим, девушка-операторка, она сама получила в глаз зеленкой, и у нее как раз была проблема на глазу. Она делала операцию недавно, потом чуть не лишилась зрения. Вот, ну, у нас вообще нету какого-то такого Мильтон подхода, типа того, что надо пизды давать там. Ну, то есть я там общаюсь, допустим, с насболами, у нас с ними постоянно по этому поводу дискуссии, потому что они говорят, что если это на тебя нападает гопота по заказу ментов, то, конечно, нужно дать пизды. Вот, но я просто не люблю насилие. Ну, я их обняла потом, когда они нас попиздили. Я потом к одному пошла, который мне, собственно, зеленкой налил глаза, и я его обняла и сказала ему: ну, зачем ты сделала, ведь мне же сейчас больно. И в нем проснулось что-то человеческое. Что он сказал? Ничего не сказал, он пустил глаза и вышел быстро. Но я видела в его глазах то, что что-то проснулось. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Насколько я читал, смотрел и слушал, вы жили, ну, Петя Верзилов и ты, когда вы были семьей, это была там совсем небогатая жизнь. Ну, нет, конечно. Ну, откуда деньги возьмутся? Вот. И именно тем сильнее я удивился, когда узнал про частный самолет, который отравленного Петю Верзилова из Москвы доставил в Берлин. На чьи деньги это было сделано? Ну, я вообще очень долго над этим работала. На самом деле, я 3 дня просто выплакивалась во все глаза, орала на людей в трубку. И, собственно, я вот была главным организатором, инициатором всей этой истории. Ну, смотри, просто после того, как посидели в тюрьме, есть большое количество людей, которые готовы помогать нам. И они готовы помогать, ну, не на то, чтобы там купить нам яхту или там квартиру, где мы будем жить, или там, не знаю, хамон нам купить, а вот именно в тех случаях крайних, когда это что-то нужно, они, безусловно, готовы помочь. Ну, и тут обнаружился наш давний знакомый с 2014 года, Яко Бизель из Cinema of Peace, немецкое кино ради мира. Ну, он такой интересный человек, но он такой, он старфакер. Ну, Старфакер? Ну да, но в смысле значит? он не по-настоящему их как-то вот фак, а у него как бы вся жизнь его зависит от звезд. И если ты к нему придешь домой, то увидишь, что у него там Анджелина Джоли на всю стену, потом даже Брэд Питт, потом даже Том Круз. И он с ними сфоткан? Но он с ними сфоткан, Да. потому что он с ними работает, он считает, что вот, ну, если он соберет их всех в одной комнате, и они скажут какие-то добрые слова про защиту котиков морских и там что-то еще, ну, то это правда поможет морским котикам. Ну, может быть, так, действительно. Ну, потому что есть селебрити-активизм, к нему многие относятся скептически. Я, в принципе, тоже раньше относилась скептически, а потом я подумала, ну, а почему нет? Ну, они же тоже люди, селебрити эти, они тоже могут что-то сказать. Вот, и, ну, Яко Бизель, поэтому, вот, вращаясь во всей этой среде, понятно, он имеет доступ как к звездам, так и к людям, у которых есть деньги. И он был посредником, который нашел деньги? Да. А Старфакер просто он дружит, ему нравится дружить с ними, да? Ему нравится дружить. Ну, мы шутим с ним, что это его сексуальная ориентация. Но, ну, на самом деле... А чьи конкретно это деньги? Кто из его знакомых перевел, ты не знаешь? Нет, почему? Я знаю этого человека. Он раньше инвестировал в медиазону. Кто он по национальности? По гражданству? Я знаю, что он живет в Мексике. Вот. Я не знаю, какой у него национальности и гражданство. Инвестировал в медиазону? Да. Ну, донатил или инвестировал? Он именно инвестировал, потому что у нас в какой-то момент был проект сделать именно такую бизнес-структуру, которая в какой-то момент будет купаться рекламой. Но, правда, там все это накрылось медным тазом достаточно быстро, потому что мы поняли, что в принципе медиазоны, какие-то вот серьезные организации не будут туда помещать свою рекламу, просто потому что им это опасно. Ну и потом там вокруг такой контекст несексуальный окружает это все, там типа убийства на зоне и прочее. Ну вот, поэтому за счет рекламы мы, конечно, никак не могли выезжать. Ну, поэтому это все и накрылось. Но он сказал, ладно, я вам прощаю. Просто и я оставила это как донат. А сколько стоит джет перевести? 20-30 евро. Он стоит... вот именно этот стоил 40 тысяч евро. До этого была возможность какую-то подешевле взять, но что-то мы там притормозили, не взяли, да. Другой, то есть можно теоретически, если вам кого-то нужно перевести, то можно дешевле тоже. За 30 тысяч евро тоже можно. А этот был напичкан всем медицинским, то есть, по сути, был медицинский частный самолет. Да, конечно. У нас не было какой-то дикой задачи потратить чьи-то деньги, поэтому мы
Проверили миллион раз, нужно ли действительно Пете вот этот вот частный самолет отдельный, потому что мы рассматривали возможности просто его с медперсоналом перевести на обычном бизнес-классе. Цена этого тогда выливается, ну не знаю, там, то есть Гораздо меньше, 5, может быть, 4000 евро. И к нему приходили люди из этой компании, медбрат, 2 медбрата пришли к нему и поняли, что Петя не транспортабелен в этом смысле в бизнес-классе, поэтому им нужен был отдельный самолет. Ты, когда ждала его в Берлине, сильно переживала? Я очень сильно переживала. Но когда я его увидела, я тоже очень сильно переживала, потому что я, честно говоря, надеялась, что он в лучшем состоянии находится. А вот до того, как я его увидела, я вообще себе представляла совершенно страшные вещи, потому что, ну, мне в какой-то момент просто написала его мама, моя подруга хорошая, и она сказала, что Петя находится в критическом состоянии в реанимации. Ну, и это очень страшно, потому что если представить себе мир без Верзилова просто невозможно. Смотри, ты, когда объявила о том, что он прилетает, ты это сделала через Твиттер, ты запостила свою фоточку, и эта фотография выглядела чисто как реклама вашего мерча. Ты реально просто даже свою мордашку не показала, а только надпись «Пизда», которая, собственно, украшает ваши... Я не помню, что это был, свитшот или футболка. Это футболка. Ну, там же смешно было. Ну, то, как-то что... это как-то неловко, это как-то не вяжется с тем, что ты сильно переживаешь. Ну, ты точно сильно переживаешь, но все равно не упускаешь возможность прорекламировать мерч. Она уже нигде не продается, эта пизда. Ну, в смысле, что-нибудь рекламировать. Она уже давно распродалась, и нам уже ничего продавать-то не надо. Ну, не знаю, мне просто нравится слово «пизда». Но смотри, мне кажется, что если ты грустишь, да, если что-то страшное происходит, это не означает, что ты там как-то должен от себя отказаться, там, насыпать себе голову пеплом и там умереть на том же месте. Ну, так, ну когда с Петей в палате сидели, ну, там тоже какие-то доктора приходили и говорят, ну, не очень понимаем, чего так, собственно, как-то вот здесь развлекаетесь. Типа, вот, чувак как-то вот в не очень хорошем состоянии. В Берлине или в Москве? В Берлине, да. Но у нас там собралась компания, то есть Петина мама, которая очень такой открытый, театральный, интересный человек там, с художественным образованием. Приехал Хантер Хини, с которым всегда интересно поговорить на тему какой-то левой американской политики, активизма. Ник, которую я впервые встретила, девушка Пети, и выяснила то, что она вообще просто совершенно замечательная, дерзкая, веселая, игривая. И ну, получилось такой класс, ну, двойственное ощущение, потому что, с одной стороны, ты переживаешь за Петю, дико переживаешь, реально, а с другой стороны, это вот какое-то фамильное такое единение, и мы прям как-то, ну, особенно в какой-то момент мы поняли, что Петя вот, скорее всего, выкарабкается, у нас там просто ну, какие-то постоянные дискуссии, там, обсуждения театра, кино, искусства, политики. И там заходит врач какой-то, говорит, ребята, вот что вообще тут происходит? Потом в какой-то момент приехал Петин папа и сказал, что погрозил нам ручкой, сказал, что нет, вот давайте вот вы будете там с 10 до 2, вы будете с 2 до 4, а вы будете с 4 до 6, господи. Но мне казалось, Пете очень нравится, что окружают люди, которые готовы поддержать его в тот момент. Галлюцинаторные, бредовые идеи про постмодернизм, идеи «Земля» Франца Иосифа, если связь Сечин. Вот. Ну, в смысле, да, я просто не думаю, что вот если ты пизду носишь, то это не означает, что ты переживаешь. Действие, значит. Петю привезли, Петю спасли, значит, все классно. Юрий будет дуть будет Юрий. Мадонна. Ну. Мадонна. Расскажи, какая она? В моем представлении Мадонна одна из главных женщин в мире. Да нормальная она. Ну, слушай, ну, она может быть высокомерная иногда, это не очень приятно. Ну, то есть, как бы, все любят за то, что она очень высокомерная, на самом деле, что она сука, и она сделала себе на этом карьеру. Но это не то, что тебе помогает ее полюбить, когда ты персонально общаешься. Поэтому я бы сказала, что лучше ее наблюдать откуда-то, ну, с расстояния. Ну, как крокодила примерно. Как крокодила. О чем вы общались? То есть это было ритуальное подведение к ней? Не. Ну, мы были у нее в загородном доме, там, трогали коней. Коней? Ну да. А в каком штате это было? Это было в Нью-Йорке. Прям в Нью-Йорке? Да, она смешно ездит с мигалками почему-то. Мы ездили, когда в ее машине, она откуда-то нас забрала, и у нас была еще такая неудобная ситуация, нам нужно было выбрать между тем, с кем пойти ужинать, с Мадонной или с Йоко Оно. И ну, мы к своему стыду выбрали Мадонну, потому что она в тот момент сказала о том, что вот у нее есть какое-то нам предложение, но у Йоко Оно не было предложения. Вот, поэтому мы пошли к Мадонне. Ну
Вот. И в ресторане она такую вещь сказала Маше. Маша сказала, что я буду белое вино, а Мадонна говорит так очень высокомерно. Она говорит, ну, знаешь, там белое вино для слабаков. Маша, которая только что освободилась из тюрьмы. Мне кажется, это некрасиво. А потом, да, выяснилось, что она хочет про нас снимать кино. Но мы не хотели продавать там какую-то смешную сумму дала за наши life rights. То есть, получается, ты больше не имеешь права никогда ничего говорить там о своей группе, не можешь там кино снимать, книжку писать. И мы отказались. Смешно это они какое? оскорбились очень сильно. А смешно это какое? Что? Сумму. Смешно это какое? 15 тысяч долларов. Боже мой. Действительно смешно. Не, ну за твою историю, ну как бы ты То сделал есть не ты даже в деньгах. интервью не могла бы потом об этом говорить? Ну, в интервью, скорее всего, могла бы, нет. А Я думаю, что это именно художественных художественное произведениях произведение, да. Но у меня вообще никогда не было планов продавать life rights. Я думаю, в принципе, за любые деньги. Но просто здесь это была такая вот вишенка на торте. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В процессе болезни и выздоровления Верзилова многие впервые узнали, что вы уже не вместе. С каких пор вы не вместе? С 16-го года. Почему? Да, накопилось очень много всего. Но нету каких-то конкретных причин. Мы решили в какой-то момент, что мы должны преследовать наши собственные творческие и личные пути. Но мы сотрудничаем вместе с Петей. То есть он до сих пор мой ближайший друг. И не знаю. Я сама не нашла ответ на вопрос, почему мы решили разойтись. Это просто как-то естественно вышло. Ну, не знаю, может быть, мы поняли то, что мы друг друга развили достаточно, и дальше нам нужно что-то самим искать. Это болезненное расставание было? Со скандалами? Да нет. Ну, на деле мы просто занимались разными вещами, потом в какой-то момент я стала больше времени проводить в Лос-Анджелесе, потому что у меня был год, когда я вообще очень много времени там проводила. Ну, и мне было интересно как-то вот в эту культуру всю погрузиться для того, чтобы понять все-таки, что такое панк. Потому что мне хотелось узнать, что такое интертеймент-индустрия, для того, чтобы осознать, каким может быть современный панк. У меня был такой проект. Ну, и мы как-то постепенно стали жить своими жизнями. Его новая девушка, которая выбегала на поле вместе с ним, вы впервые увиделись в Берлине. Да. Как ты на эту встречу шла? Вообще Как без что? эмоций? Ну, то есть в тебе какая-то женская ревность или что-то еще? Любопытство? Что-то в тебе играло? Любопытство, конечно же, было. Но ревности нет, потому что для меня Петя в это время, сейчас же, он как брат. Но мне всегда было интересно, конечно, да. И мне очень было обидно, то, что я ее не знала раньше. А мне кажется, что в основном ответственный за то, что мы не были знакомы, именно Петя, потому что он очень боялся ранить Нику как-то. И мне кажется, он слишком сильно ее, overprotection. То есть он как-то слишком сильно ее оберегал, и она оказалась такой пацанкой, очень живой, дерзкой, которая может за себя постоять. И мне не было понятно, почему нас нельзя было раньше познакомить, потому что я выяснила в какой-то момент, что, вероятно, у нас даже больше общего просто так вот по темпераменту и психотипу, чем вот у меня с Петей или там у нее с Петей. Но это логично, наверное, да, потому что там выбирает себе какой-то типаж. Ну и, в общем, да, мы как-то подружились. Где живет ваша дочь? Здесь, в Москве. А с кем? Я не адрес хотел узнать, разумеется. А с кем? Она живет с бабушкой и со мной. И с тобой? То есть вы каждый день видитесь? Ну и Петя там бывает периодически. Просто у нас есть график, когда кто там живет из нас. Ей 10 лет сейчас, да? Ей 10, да. У нее уже есть смартфон? Конечно, у нее давно есть смартфон. Она в курсе акции «Ебись за наследника медвежонка»? Ну да. Когда она о ней узнала? Слушай, не знаю, но она как бы в курсе вообще всех акций, но она такая мне говорит постоянно, типа, вот мы угораем там в школе над вами. Но, слушай, я думаю, что для детей это прикольно. Это прикольно, да. Если у кого-то безумные совершенно родители, то это скорее повод для респекта, чем наоборот. Смотри, акция в Тимирязевском музее, это как раз с 2008 года меня интересует этот вопрос, она яркая, дикая и, к сожалению, пророческая. Почему? Лучше бы так не было. Ну,
Слушай, в 2008 году я не понимал, почему так происходит. Что вы хотите доказать? Ну, приходит новый президент, и чего? Сейчас будет новая власть, и чего вообще доебались, блин, акционисты Ну, страны? расскажи свою интерпретацию акций. Ну, а по факту получается, что с точки зрения сменяемости власти, с точки зрения уважения населения, конечно же, страну поставили раком. И вы это показали. Я не знаю, это вы вкладывали или не это, но это все искусство. По искусству вопросов нет. Вопрос другой. Вот никаких вопросов к тебе, к тому, что ты беременный там, на 9-м, кажется, месяце, да? Ты трахаешься там с Петей, но ведь там же невольная участница акции. Это твоя дочь, которая у тебя в пузе в тот момент находилась. Ты сама сделала выбор участвовать там. Да. Но дочь не делала же выбор. Разве это правильно? Тебя смущает акт пенетрации или что? Нет, меня смущает то, что как бы она присутствует при вот этой акции, да, которая диковата по своему исполнению. И она не делала это выбор, ты невольно ее туда затащила. Ну, потом мы с ней ходили на какие-то акции там против ментовского насилия, например. Она тоже не очень могла тогда решать. Но это просто как бы часть... Акция против ментовского насилия и акция, где ты голая и трахаешься под камерой, это разные вещи. Я просто не считаю, что это там дурная акция или аморальная акция. Большинство родителей втягивают детей в то, чем они занимаются, так или иначе. Ну, там, не знаю, гламурные мамы там надевают какие-то пеньюарчики на своих детей, или как это называется, не знаю, пинеточки, вот это все. Ну, я не считаю, что это плохая акция. Я не считаю, что это неправильная акция, я не считаю, что она аморальная. Я не считаю, что это акция, за которую надо стыдиться. Поэтому мне не было поставлено такого вопроса. Понимаешь, если бы я там на убийство несла свою... Ну, вот я шла бы на убийство и несла своего ребенка туда с собой, наверное, это было бы дурно. Ну смотри, а у тебя нет ощущений, опасений, что когда она будет уже в таком более позднем тинейджерстве, сейчас все-таки у нее такой, скорее, закат детства, вот, а когда она будет тинейджером, ну, это будет таким поводом, в который ее будут тыкать и говорить: ага, вот ты где с мамкой, а? Когда ее драли. Это же подростковый мир, он жестокий. Ну, и поговорим это с ней может как... приносить... И что ты скажешь? Я ей скажу, как слать людей нахуй. Слушай, ты не представляешь, как я научилась это делать с тех пор, как я... Ну, вообще, когда вот я начала читать комментарии к этой акции, это для меня было большим таким обучением, как... Ну, как просто не обращать внимания на то, что про тебя говорят. И просто делать то, что ты считаешь внутри себя нужным. Ну, по политическим, не знаю, там, художественным причинам. Ну, и мы с ней тоже открыто же говорим обо всем этом с детства, ее с 3 лет. Вот. И я думаю, что... Ну, я надеюсь на то, что я смогу передать ей это умение посылать людей нахуй, если тебя не ебет их мнение. Какие у тебя отношения с мамой? Сейчас попью не отравленной воды. У меня были разные отношения с мамой из моей жизни. У меня сейчас с ней очень классные отношения. То есть последние 2 года... Очень? Очень хорошие. Мне кажется, за всю жизнь не было таких хороших отношений с мамой, как сейчас. Мы... Вот я не верила раньше, что возможно действительно с мамой быть лучшими подругами, а мы сейчас действительно с ней стали подругами. И было сложно до этого, потому что у меня мама очень-очень властный человек. И в тот момент, когда ты живешь с ней, и когда ну, ты ребенок, то есть ты по определению находишься в какой-то некоторой подчиненной позиции, плюс ребенок интроверт еще, потому что я же достаточно забитый человек. И мне было сложно. Мне было сложно, потому что я боялась как-то себя проявить, чтобы не расстроить свою маму. И я думаю, что я и ботаником таким стала во многом из-за нее. То есть это было хорошо для меня, с другой стороны, а для меня это, безусловно, травматичный опыт, потому что я вот была отличницей и все прочее, потому что я до сих пор еще стараюсь быть лучше во всем. И, ну, ты не можешь быть лучше во всем просто. Поэтому ты разрываешься на какие-то кусочки, постоянно себя бьешь, стигматизируешь. Вот ты неумеха, ты говно. Ну вот. И вот эта внутренняя какая-то мама, которая говорила мне каждый раз, что вот если ты 4 получила в четверти, все, ты скатываешься по наклонной. Ты понимаешь, что в следующей четверти ты уже будешь валяться с шприцом героина там вот в подъезде. Вот. А потом я уехала от мамы, когда мне было 16. Какое-то время у нас были сложные с ней отношения, потому что она не очень поддерживала наш акционизм. И, как ни странно, нас помирила тюрьма.
Потому что к ней пришли однажды Life News, кажется, и они, зная о том, что у меня с мамой были сложные отношения какой-то период, они надеялись от мамы моей получить комментарий, типа того, что вот моя дочь проститутка, и вообще как она могла это сделать, осквернила святынь, ебалась в музей, фу. Моя мама сказала вообще, моя дочь просто лучше всех. Я тоже ненавижу Путина, я тоже пошла бы вот, и делала бы абсолютно то же самое, что она, если была бы такой смелой, как она. Я просто потряслась тому, что моя мама, в принципе, вот так может меня поддерживать. И с тех пор мы с ней общаемся и дружим. Что с папой? Папа, все нормально. Где он? Он в Красноярске сейчас. Чем Он ты- живет с бабушкой. Он пишет книгу. Про что? Он пишет философско-литературный трактат. А там попытка осмысления современной России, но с какими-то примесями, типа там каких-то фантастических существ, например, там микрокоровы. При этом всем он приплетает какие-то старые легенды, типа легенды о Граде Китеже. И он считает, что если бы вот он был в концептуалистской тусовке в 80-х годах, то он мог бы быть вторым Сорокиным. Это так мой папа считает. Ну а моя миссия — это помочь ему издаться. И вот, наверное, мне уже пора какие-то свои институциональные кураторские таланты собрать в кулак и издать папу. А папа, например, он очень сильно обиделся на меня, когда я его не позвала в тот самый Тимирязевский музей. Ну, просто потому что я его звала раньше на какие-то другие акции наблюдателем. Ну, не участником, в смысле. А сюда я постеснялась. И мне папа со мной не разговаривал потом несколько месяцев, потому что он сказал, ну как так вообще? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы снимались в «Карточном домике». Вы же понимали, что вас туда позвали вот чисто, чтобы присесть на мировой резонанс? Вы это понимали? Да не, на самом деле я тебе расскажу, как это было все. Мы просто пришли на какую-то очередную ужин, это был ужин не очередной, на самом деле, это был ужин организации ПЕН в защиту писателей. И мы должны были там прочитать речь. Ну, речь-то мы прочитали, конечно, я не уверена, что это была очень хорошая речь, поэтому о самой речи я ничего не могу сказать. Но мы познакомились там... Ну, в смысле, ты должен понимать, почему я с таким скепсисом к этому отношусь, потому что меня бесит вообще все вот эти вот правозащитные истории, то, что мы сейчас здесь жрем лобстера, и мы тем самым помогаем каким-то образом заключенным там, или каким-то писателям. Ну, то есть я какое-то время принимала в этом всем участие, потому что мне просто было смешно и интересно. Ну, иногда они соглашались делать донаты на медиазону тогда. Ну, и мы в очередной раз сидели с этим лобстером, как бы это достаточно скучно, и ты понимаешь, что это бессмысленно все. Ну, и тут оказался Бо Вильямон, который сценарист, ну, один из авторов идеи «Карточного домика». И мы просто с ним слово за слово разговорились и подружились за полчаса так нормально. И потом он нам начал рассказывать о том, что да, мы снимаем сейчас следующий сезон, и я очень хочу позвать Каспарова. Вы не знаете, как с ним связаться? По-моему, нужно Вот для эпизода. Гады, им оппозиционеры обязательно нужны были, а? Так. Ну вот, и мы дали контакты Каспарову, а потом через какое-то время он говорит, что, собственно, я-то как-то подумала и решил, что вы прикольнее, чем Каспаров, поэтому хотите, приезжайте. А нам было очень интересно посмотреть, как снимается «Карточный домик», поэтому мы просили, чтобы, не только мы там могли быть в наш съемочный день, но еще там 3 дня походить, погулять, как там все обставлено. Поэтому мы видели все декорации, там самолет внутри этого огромного помещения. Круто. Ну, конечно, очень интересно все это на таком высочайшем уровне. Какие-то люди постоянно, которые тебя передают туда от одного до... Ну, в смысле, какие-то рации бесконечные. Ну, то есть организация просто нереальная совершенно. Это бесплатное камео было или вам платили? $4000 платили медиазоне. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Про храм Христа Спасителя я не хочу говорить много, потому что это самая изученная и известная тема. Поэтому коротко, всего несколько вопросов. Если бы у тебя была возможность вернуться сейчас, в ту зиму, ты бы повторила? То я была бы магом. Что? То я была бы магом. Так, если бы ты была бы магом, ты бы повторила? Ну, я не люблю такие вопросы. Ну, потому что это же нереально. Ну, ты всегда будешь как-то юлить. Ну, то есть, смотри, я тебе... Честно скажи, делала бы или нет? Не-не-не, потому что ты честно даже сам себе не можешь сказать. Ну, то есть я тебе, конечно, сейчас скажу, да, конечно, я, безусловно, бы ее сделала. Но если тебе, правда, дали бы машину времени, то ты бы, наверное, подумал. Если бы ты там оказался и такой-то, хочу ли я сидеть 2 года? Я сейчас считаю, что да, я бы ее сделала.
Я-то рассчитывал на ответ «да» по абсолютно рациональной, логичной причине. Ты же понимаешь, что если бы не та акция, ты бы сейчас жила другой жизнью, гораздо менее интересной. Ну, не знаю, нет, не обязательно совершенно. Ну, меня устраивала моя жизнь до этого. Она мне нравилась. То есть без тюрьмы было бы лучше? Нет, я не скажу, что без тюрьмы было бы лучше. Слушай, я поэтому и не очень люблю вопросы, которые касаются сослагательного наклонения в истории. Это невозможно, не имеет смысла. Но мне нравилась жизнь до тюрьмы. Она была очень полной, я очень горела акциями. Я была настоящим солдатом. Я ни о чем не заботилась, кроме того, чтобы делать политические протестные арт-акции. Я очень расслабилась после тюрьмы. Серьезно, да, я расслабилась. Я Тебя говорила расслабила до этого. известность? Я думаю, то, что я когда-то давно еще до тюрьмы читала Лимонова. Ну, в смысле, я его много читала. А читала Лимонова я конкретно эту вот историю про то, как он 2 года сидел в тюрьме. И он тоже говорил о том, что после тюрьмы я стала себе позволять больше в жизни. Ну, в смысле, там, спать, например, дольше. Ну, или там как-то развлекаться больше. Я раньше вообще никакими развлечениями особенно не страдала. Я даже не пила никогда. Ну, то есть я после того, как вышла из тюрьмы, я стала себе очень много позволять. Например, спать до 9, до 10 часов утра. Ну, там, пить вино, например. Но я раньше не делала этого, потому что я считала, что ты должен быть трезвым солдатом революции. Твой самый жесткий день в тюрьме? Я думаю, когда женщина, которую я знала, мы с ней дружили, и было на тот момент 53 года, она, в общем, заключенным было в Мордовии, со мной запрещено общаться. И тем более запрещено меня поддерживать, потому что почему-то администрация очень боялась, что я буду распространять свои взгляды или, может быть, какую-то критику в адрес действующей власти, или буду совершать революцию, находясь в тюрьме, или, может быть, акция «Пусирайт». И поэтому они очень боялись, что вокруг меня соберется какой-то комьюнити, который меня будет готово поддерживать. Оно, естественно, собралось в какой-то момент. И самый страшный день, когда я поняла, что это комьюнити буквально расстреливают. Ну, в смысле, женщины перевели в отряд номер 3. Отряд номер 3, это означает отряд для... Это пресс-отряд. Ну, отряд номер 3 — это отряд, где старшина избивает всех остальных заключенных. Старшина — это заключенная, которая назначена администрацией, сучная. Их просто бьют, им запрещают мыться, им запрещают есть. Они сидят на промзоне и питаются там, может быть, 1 раз в день. Они ходят как тени с такими огромными кругами под глазами, худые. Ну, то есть это действительно концлагерь, отряд номер 3. Через 2 недели после того, как человек попадает в этот отряд, из какого-то живущего, цветущего человека он превращается в свою тень, который больше не в состоянии просто разговаривать, потому что он боится проронить слово, потому что в отряде дают пизды за то, что он что-то скажет. И вот мою подругу, да, Лену, ее посадили туда. За дружбу с тобой? За дружбу со мной. Что сейчас с Леной? Не знаю, что с ней сейчас. Она должна была дольше сидеть, но у нас не было связи с ней с тех пор. Ты рассказала, как ты ездила с КВН по зонам, выступала, и тебе нравилось пропагандировать лесбийские отношения внутри зоны. Почему? Слушай, ну это же была скорее какая-то акционистская уже штука. То есть, когда тебя отпускают, так вот у тебя нету непосредственной драмы и какого-то человеческого надрыва перед тобой. Тебе уже начинает там вот детство в жопе играть. Ну и тебе смешно просто. Не, ну и потом, как бы, ты знаешь, в этом тоже есть своя идеологическая подложка. У меня же были какие-то короткие, да, у меня были отношения там в зоне. И мне потом говорили о том, что вот, знаете, что и теория, и практика лесбийских отношений в тюрьме запрещены. Там, эту девушку посадили в ШИЗО. Ну, мне было грустно, конечно, из-за этого. Ну, поэтому вот это вот выступление с песней Земфиры, ну, в том числе была Машина, такая персональная история. А что это за отношения у тебя были на зоне? Ну, они вообще не знаешь ничего особенного. Это женщина? Ну, это женщина, конечно, да. Ну, началось все достаточно прозаично, потому что ей отдали заказ администрации меня соблазнить, ну, потому что это известная тема. Для того, чтобы сделать заключенного лояльным, особенно тот, который склонен к тому, чтобы восставать, его часто ему дают какую-то приманку, а потом после того, как он проглотил вот эту вот наживку, ему говорят, ну, если ты хочешь это сохранить, то ты будешь делать вот это и это. А не делать ты будешь вот этого, это и этого. Ну, например, там, говорить адвокатам о том, что происходит в этой колонии. Не жаловаться в прокуратуру или Следственный комитет на нарушения в этой колонии.
Ну, вот они меня хотели туда посадить. И, ну, это было забавно, потому что я знаю о том, что, в общем, ей дали задание, но я подумала, а почему бы нет? Как она выглядела? Она... Ну, то есть она выглядела так же, как ты, это... Ты что, на Фил ты смотришь? Я на фильм даже не смотрел. Она, в смысле, она выглядела так же, как я? Она выглядела, ну, нет, не так же, как я. Но это мужеподобная женщина или это женщина-женщина? Но она в какой-то момент стала отращивать волосы, она раньше была мужеподобная. Но вообще такая интересная история с каблами, ну, это так на зоне называют, ну, то, что у нас бутч называется, да? И они начинают отращивать волосы и становятся более женственными уже к концу своего срока. Ну, потому что некоторые из них, они хотят вернуться обратно к гетеросексуальной жизни. Так делают. Ну, она тоже стала отращивать волосы. Я не думаю, что она как-то серьезно собиралась стать обратно гетеросексуалкой. Но почему-то она стала отращивать. Ну, я не знаю, слушай, Как она ухаживала за тобой? она ходила там в раскоряках, как будто у нее есть там член. Там... Она даже пыталась писать стоя. Но как она ухаживала? Ну, чтобы выглядеть более мужиком, да? Ну да, да. Но она пользуется мужскими духами. Но это вообще такая история, что те женщины, которые хотят привлечь других женщин в тюрьме, они периодически используют мужские духи или дезодорант. Ну, духи запрещены, если что. Ну, то есть ты как-то их протаскиваешь. Нельзя, да, их нельзя иметь в зоне. Но она, в частности, она была такой... ну, очень сученной женщиной. То есть она работала на администрации, все об этом знали, что она работает в администрации. Поэтому у нее было гораздо больше привилегий, у нее духи тоже вот эти были. Она котят держала у себя там на рабочем месте. Она была бригадиром соседней бригады. Ну, бригадир — это, собственно, тот человек, который надирается за заключенными, как они шьют, иногда наказывает их. То есть она, в общем, такое было скорее дьявольское совершенно создание. Но она меня привлекла, а я знаю то, что она, да, по приказу администрации ко мне подошла. Я все равно подумала, ну а как вот так получается, ты пройдешь зону, и тебе никогда не будет никакого даже намека на отношения. Это странно. Ну, она, как она ухаживает? Ну, допустим, он приходит и говорит, давай пить кофе, давай там какие-то конфеты приносит, потом садится вот так вот к тебе, там дверь открывает перед тобой. Допустим, если вы выходите куда-то покурить, но поскольку она такой человек, который может себе позволить больше, чем все остальные, то мы с ней иногда выскальзывали там во время рабочей смены куда-нибудь, особенно вечером, когда вторая смена. Ты сидишь где-нибудь там на заваленке, она достает 2 сигареты из пачки, прикуривает обе, вторую тебе дает. Ну, это как-то трогательно, так вообще какая-то забота в зоне, это очень трогательно. Ну, и ты сидишь на этой заваленке, слышишь там какие-то коровы засыпая, мычат, потому что это же все село, это Мордовия, поселок Парцы. Вот, и луна, и облака какие-то ползут. И ты понимаешь, что, ну, все-таки, конечно, влюбленность — это великая вещь, потому что это вот то время, пока ты влюблен в зоне, оно не должно считаться за тюремный срок. То есть мне должны были прибавить срока 2 недели, потому что это все 2 недели длилось. У вас был секс? Нет, у нас не было секса. Нет, ну как-то мы там отцеловались и обнимались сильно. Но просто я, может быть, и не против, я знала, я очень сильно подозревала, что в тот момент, когда он случится, да, вот тогда и, собственно, и зайдет какой-нибудь смотритель, надзиратель, и, ну вот им нужен был какой-то факт, да, того, что я вступаю в неуставные отношения. Но почему-то вот именно то, что я там целовалась, их в меньшей степени смущало. Ну, то есть там есть какая-то своя градация, я не знаю. И в чем ее участие было по сотрудничеству с администрацией? То есть что ты должна была сделать по ее плану? Я должна была заткнуться по поводу условий заключения. Потому что в день перед... Ну, как раз где-то недели 2 прошло. Мы как-то вот гуляли. Это было потрясающее время. Я ненавижу промку, ненавижу шить. Я шить-то не умею, а мне нужно было шить. Я постоянно пришла пальцы, было ужасно. И тут я дико хотела идти на промзону, просто неслась туда на крыльях влюбленности. И очень сильно переживала, когда наступало время, когда нужно возвращаться в отряд. Вот, я начала краситься опять. Меня все тролли. Реально как в школе? Ну, абсолютно, да. Меня тролли говорят, ты что, влюбилась, что ли? Я говорю, нет, вообще ничего подобного. Вот, и где-то через 2 недели она ко мне приходит накануне моего суда по УДО. А когда у тебя УДО, тебя вывозят в суд, ты там сидишь в клетке, и там приходит журналист, и у тебя есть возможность что-то им сообщить. То есть это редкая ситуация, когда ты можешь что-то рассказать о том, что происходит в колонии,
журналистам. И, понятно, для них это была вот самая тонкая тема, чтобы я ничего не стала говорить о тех нарушениях на промзоне, их избиениях, их наказаниях заключенных, когда, допустим, там девочку заставляли голой шить за то, что она не выполняла норму. Ну, как... Прям полностью раздевали? Меня полностью раздевали, да, перед всем отрядом. Ну, я знала эту девочку, да. И приходит ко мне вот эта вот моя девушка и говорит, что ну давай там, ты же понимаешь, типа, ну ты же понимаешь, такая вот эта вот русская фраза, ты же понимаешь. Она говорит, ты не рассказывай там ничего, и все будет окей тогда. Ну, конечно, я приехала на суд, конечно же, я рассказала все, что я считала нужным рассказать. Но потом, когда я вернулась уже на следующий день в колонию, ее посадили в ШИЗО, она провела там 2 недели, и потом она больше не хотела со мной общаться. За что она сидела? За убийство. Она не говорила, никогда не рассказывала, за что конкретно, ну, какое конкретно было убийство. Она постоянно придумывала какую-то кучу разных историй, теорий. Мне кажется, это в целом свойственно человеку, который долго сидит. Он перепридумывает свою жизнь заново. И у нее тоже это было. Она рассказывала о том, что за то, что ее назвали... я забыла уже это слово. Ну, короче, ну, что-то типа того, что грязной лесбухой она кого-то мочканула за то, что ее так назвали, да, и я не думаю, что это... Я думаю, что, скорее всего, она просто, ну, может быть, грабила кого-то, да, и убила случайно. Ну, так бывает иногда. Когда узнаешь, что человек сидит за убийство, с ним становится страшнее общаться? Нет, совершенно. Почему? Ну почему? Ну, то есть это... Убил человека. Ну, вообще у меня... несколько податрофировано чувство страха, но и особенно, когда ты в тюрьме находишься, у тебя она должна быть практически полностью атрофирована. Это такое необходимое условие выживания. Ну и вот. И потом не принято в тюрьме даже спрашивать, за что ты сидишь. Ну то есть кто хочет, тот рассказывает. Понятно, что в любом случае в какой-то момент статья все равно становится очевидна. Но нет никакого притеснения людей, которые кого-то убили. Есть притеснение людей, которые напали на ребенка, например, или там домогались к ребенку. Ну, точно так же, как в мужской зоне, если ты, или там, если ты пытался убить или там избил своего ребенка, точно так же ты находишься там в самой низкой касте, тебя просто все презирают. Ну, все остальное допустимо. Я даже как-то общалась с женщиной одной, она мне нравилась, она была похожа на Бабу-Ягу, такая цыганка, у нее нет зубов, поэтому она похожа на Бабу-Ягу. Еще платочек вот этот вот, ну, который ты всегда должен носить в колонии. Это другая история, такая абсолютно патриархатная история, ты постоянно должен носить платочек, вот это, какая-то Аленушка. А потом я в какой-то момент выяснила про нее, я не знаю, это 100% правда или нет, что она мужа своего убила, потом она его перемолола на котлеты и скормила своей же семье. Вот. Ну, это же легенда. Не знаю. Ты не знаешь, правда это или нет? Не, ну откуда? Мы же не видели детали уголовного дела. Ну, может, легенда. А вот другая моя подруга, еще одна Лена, она, кстати, тоже лишилась УДО из-за меня. Ну, в смысле, она была реально просто обычной подругой, там, без всяких личных историй. Она мне очень много помогала, она меня учила шить, когда я только въехала на зону. Это тоже было запрещено. То есть я должна была с этой машинкой сама разобраться, как с ней быть, как с ней поступать. И это была задача, собственно, администрации, меня завалить. То, чтобы я была в каком-то шоке, ужасе, сказала, что да, я виновата, я люблю Путина. Ну, такая была задача. Ее лишили УДО, условно-досрочного освобождения, хотя она получила все возможные благодарности, была такой милахой, и там администрация ей благоволила. А почему я про нее стала рассказывать? Я про нее стала рассказывать, потому что про нее ходили слухи о том, что она, типа как черная вдова, убила своего мужчину после оргазма. А почему она после оргазма? В состоянии в состоянии аффекта? Какого-то сильного возбуждения, аффекта, да. Юрий будет дуть будет Юрий. Как ты опишешь свои отношения с Марией Алехиной сейчас? Нормальный кореша. Кореша? Ну да. Да вы же ругались. Ну, уже все ругаются постоянно. Муж с женой ругаются постоянно, сестра с братом ругаются. Ну, тут, То есть вы отдалялись, а теперь сблизились снова? Ну да, ну слушай, всегда есть какие-то моменты, когда ты там, кого-то не хочешь видеть, потом ты уходишь в себя, успокаиваешься, ты понимаешь, что нет, вообще классно, на самом деле, чувиха. Ну, у нас сейчас все окей. С Мацевичем я не знаю ничего о ней, что сейчас происходит с ней. Ну, потому что она не захотела со мной общаться после того, как я выбрала Петю, а не ее.
Когда Катя вышла, Катя, она хотела, чтобы я написала ходатайство, когда я была в Мордовии, на тему того, что я хочу, чтобы меня полностью поддерживала Катя, и что имела ко мне доступ, ходила на свидания, выбирала адвокатов Катя, а не Петя. А я выбрала Петю. Я его дольше знаю. Потом, в смысле, организации, конечно, Пете нет никаких равных. И доверяю, наверное, Пете все-таки больше. Доверяла на тот момент, чем кому бы то ни было. И я сказала Кате нет, и с тех пор мы не общались. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Раз ты сама заговорила на личную тему, пока ты была на зоне, Да. о чем вы договорились с Верзиловым? Вы же были мужем и женой, вы были парой, когда ты пошла на зону. Ты давала ему вольную или не давала ему вольную? Как он реагировал на твои отношения на зоне? Слушай, я в тот момент не была еще настолько артикулированной для того, чтобы как-то сесть и поговорить на тему того, что я тебе даю вольную или не даю вольную. И интересная, конечно, такая история со мной. Я достаточно поздно развила себе эту артикулированность, потому что во мне все-таки такая какая-то смущающаяся постсоветская девочка, которая не может говорить о сексе. Она очень долго во мне жила, несмотря на то, что я называла себя милитант-феминисткой и прочее. То есть я могла классно рассуждать про кого-то еще, но как только дело касалось меня, мне было очень сложно. Но при этом Петя, он в этом смысле гораздо более продвинутый человек, может быть, в частности, потому что он учился какое-то время в Канаде, и его любимым уроком там было сексуальное образование. Это дико травмирует, кстати. Я думаю, что современную молодежь, то, что у нас нет сексуального образования. Единственный урок сексуального образования, который у меня был, к нам пришел священник, который сказал, что телегония существует, у вашей вагины есть память. Ваш ребенок будет похож на первого человека, с которым вы переспали. Ты придумаешь? Нет, серьезно. Слушай, у нас сейчас... В Норильскую школу пришел Кузнецова, которая пришла после Астахова на этого омбудсмена по правам ребенка. Она же верит в эту телегонию точно так же. Ко мне приходил священник, нас сняли с уроков, у меня должна была быть физика. А нам рассказали про то, что у вагины есть память. Нам было уже тогда смешно. Понимаешь, проблема в том, что серьезно-то с тобой никто не разговаривает и не учит тебя говорить, в принципе, о том, как предохраняться, как выстраивать отношения, о том, что бывают даже отношения более, чем моногамные. Мне было трудно. Поэтому нет, мы никак не договорились официально. Но он же узнал о том, что ты была влюблена в кого-то другого, пусть недолго. Как он отреагировал? Да, он нормальный, потому что он как раз окей со многими вещами. У него были девушки, пока ты была на зоне? Да. Ты нормально отреагировала? Нет, конечно, я ненормально отреагировала, потому что я тогда еще не умела совершенно это регулировать. То есть я идеологически, конечно, против ревности, против собственничества, все такое, но я очень, очень очень болезненно к этому относилась. Но мне было неприятно. Слушай, даже когда я была в голодовке, например, ко мне просто приходят менты и говорят, слушай, тебе Петя приехал, а он здесь палаточный лагерь разбивает, вообще всячески за тебя тут протестует, но, правда, он со своей девушкой приехал. Я такая перед этими ментами говорю, да, господи, вообще ничего страшного, мы с ним давно договорились, это вообще в порядке. Ты врала? Конечно, я врала, да. А потом я уже с течением времени как-то стала с собой работать, и у меня теперь гораздо лучше все в плане ревности. Это что значит? Ты за фрилав? Нет, я за договоренности. То есть, если договориться о фрилаве, то ты ок? Да, конечно. А если ты с кем-то, кто не может на такое пойти, тогда либо расставайся, либо иди на... то есть, главное — это уважение, и главное — это открытость. А ты знаешь, кстати, интересную историю про Оксану Шалыгину и Петю Павленского? Почему у Оксаны Шалыгиной нет фаланги одного пальца? Нет. Потому что у них как раз была договоренность о том, что ты должен открыто рассказывать о том, с кем ты хочешь завести еще какие-то дополнительные отношения. И возможно было все, но при условии полной открытости. И в какой-то момент Оксана нарушила это, она вступила в какие-то отношения и не рассказала Пете. И Петя ей сказал, все, мы расстаемся, мы больше не будем никогда вместе жить, и пока. И они на какое-то время расстались, и она поняла, что он не может жить без него вообще. И она решила в качестве жеста отчаяния и верности отсечь себе фалангу пальца. И она сидела на кухне, она мне рассказывала, как она взяла обычный нож, и она говорит, что это, конечно, в кино выглядит так легко, отсечь себе палец. На самом деле это сложно. И она полчаса себе резала палец,
к ней в какой-то момент заходят на кухню дети, но они не увидели конкретно, что она делает, они просто поняли, что она что-то делает. Она говорит, не-не, типа, все нормально, все хорошо. И они пошли дальше спать. Потом она запаковала этот палец в пакетик и потом принесла Пете. И Петя простила ее тогда. И они вместе были. Как арт это выглядит круто, но я не могу не спросить, она психически здорова? Она здорова, да. Ну, я не Ты знаю. уверена в этом? Ну да, вполне. Что по поводу гомосексуальных отношений? Они перетянулись в свободную жизнь? Ну, да, да, У тебя бывают девушки? да. То есть ты бисексуалка? Ну, я вообще считаю, что все люди пансексуалы. Потому что я думаю, что, ну, это такая... как? Ну, смотри, есть вот просто проблема с определением бисексуальность, она подразумевает то, что есть все-таки только два пола. Я считаю, что есть больше, чем два пола. Есть, ну, то есть пол — это шкала. Ну, то есть, условно говоря, мужской, есть условно женский полюс. И даже если рассматривать ситуацию этих двух полюсов, то вот, ну, есть какие-то вот срединные моменты. Допустим, то есть я вот себя полностью к женщине не отношу. Да. Ну да, потому что у меня есть много как-то очень мужских черт, да, и в моих отношениях с мужчинами это некоторых смущает, то, что я веду себя скорее вот больше там как какой-то стандартный мужчина. А есть еще транссексуалы, например, да, есть люди, которые вообще себя никак не определяют, квир, например, которые считают, что они где-то вообще в середине между мужским и женским, они берут в себя часть мужских качеств, часть женских. Но вообще вот эта вот перформативная структура, теория гендера о том, что ты не только определяешься биологией, и ты не только определяешься социумом, но ты еще и сам имеешь слово в том, к какому полу, к какому гендеру ты, скорее всего, тяготеешь. Вот. Поэтому пансексуальность в этом смысле, ну, это просто, это и мужчины, и женщины, и транссексуалы, и квиры. Вот. Есть стереотип, я мечтаю, чтобы ты его сейчас просто разрушила и сказала, что это неправда. Девочка всегда другой девочке в сексе сделает лучше, чем парень. Это стереотип или нет? Да, стереотип, конечно. Да, в смысле, я тебе говорю, Я что... очень волнуюсь, просто живу с этим знанием, волнением, понимаешь, и переживаю. Ну, а тебе не говорили, что ли, вот, ну, девочки? Девочки, которые бисексуальные, я не Ты так не девочки, часто с ними которые общаюсь. бисексуальные, а с которые которыми могут ты в сравнить одно с каком-то... другим. Нет, которые могут сравнить одно с другим. В моем Не кругу было, общения да? таких не очень много просто. Да не, ну все зависит просто от открытости, от чувственности, от расположения человека, ну, потому насколько ты ему нравишься, насколько он тебе нравится. Ну, у меня какие-то бывали достаточно провальные ситуации с женщинами. Ну, нет, такой нет, безусловно. Вот мы говорили про то, чем мешают классические стереотипные мужские и женские роли. У меня просто некоторые мои отношения, скажем так, они разваливались, потому что меня почему-то в какой-то момент девушки стали воспринимать скорее как вот человека, который должен традиционную мужскую роль исполнять. Ну, не знаю, там, лидерские качества, может быть, что-то еще, грубый голос, черт знает что, накачанные руки, я не знаю что. Но и начинается. Они почему-то считают с тех пор, что они должны вести себя как телочки. И я знаю, что это отличный, классный человек был, да, до тех пор, пока мы не вступили в отношения. И потом включается вот эта вот какая-то сексистская хуйня. Она же не только вредит там одному полу, она вредит всей ситуации, межполовой ситуации, понимаешь? Потому что на меня это влияло так, что там, девочка начинала капризничать, она начинала вот это вот все делать. Говорю, почему? Ты же нормальный человек, ты никогда этого не делаешь в жизни. Почему ты вдруг сочла нужным передо мной себя так вести? Не знаю, я думаю, это мужчинам тоже вредит. Вот когда мужчины хотят, чтобы женщина была телочкой, а зачем им нужно вот это бесконечные капризы терпеть? Зачем? Не нужно. Финальный вопрос, и ответы на него ждут и пацаны за камерами, и несколько человек в нашей команде редакторской. С кем у тебя отношения сейчас? Ну что, мне имя назвать, что ли? Имя нет. А как? Это парень, девушка? Это парень. Чем занимается? Он музыкой занимается. Он известный музыкант? Ну, в некоторых кругах, да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что это такое? Это точки, они такие. А откуда это? Из какой-то культуры? На самом деле нет. Я просто как-то смотрела Инстаграм, и там увидела какой-то девочки, такие звездочки маленькие были под глазами, и мне показалось, что это точечки. А потом я выяснила, что звездочки, а
Ну вот, а я себе уже точки стала ставить. И теперь я иногда вижу людей, которые приходят на наши мероприятия, они тоже себе ставят такие точки. Я не могу не задать этот вопрос, но он меня мучает буквально с... Ой, я, мне кажется, могу даже предугадать. Ну, ты Губки я знала, да. свои? Ну, потому что ты смотрела так на них сейчас. Ну, ты же видишь. Что я вижу? Ну, морщинки. То, что одна губа больше, другая меньше. Ну, то есть такого же не бывает. Если честно, я не всматривался до того момента, пока ты мне не предложил это сделать. Вот, поэтому я не видел. Когда губы надуты, у них нет морщинок, потому что, ну, кожа-то та же самая остается, поэтому они такие, как, ну, не знаю, как половые губы становятся такие, да. Но у меня с морщинками. Еще у меня одна больше, а вторая меньше, потому что мне как-то на день милиции один мент врезал сильно. Я шла по улице, он меня схватил за жопу, я дала ему тоже под жопу вот так, и он мне тогда врезал очень сильно по лицу, съездил. Ну вот, и я хотела дальше с ним драться, но мне его друзья оттащили и сказали, то, что лучше этого не делать, потому что он какой-то очень высокопоставленный, бла-бла-бла, и вообще день милиции. И, короче, когда меня его друзья уже оттащили, и, ну, вот он испарился, когда они меня отпустили. И я пошла на концерт Шевчука такая, раскрашенная. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. На что ты живешь? На деньги. Как ты их зарабатываешь? Ну, я выступаю, и мне за это платят деньги. Выступаешь как участница группы Pussy Riot. Ну да, да. Сколько у вас концертов было в этом году? Ну, примерно, я не собираюсь высчитывать. Ну, у нас было 20 концертов в мартовском туре, потом еще штук, наверное... Слушай, ну в целом, наверное, концертов 30-35. И это не Россия? Это не Россия. Ну, слушай, в России мы не можем выступать. Ну, то есть можем, конечно, но вот так вот, как мы выступаем, нелегально. Ну, там, как Петя с товарищем устроили на футбольном поле, это замечательная акция. А если ты в каком-то легальном пространстве выступаешь, то, конечно, это не Россия, к несчастью. Я же правильно понимаю, что когда вы выступали на Гластонбери, если кто-то не в курсе, Гластонбери — это главный британский фестиваль, один из главных фестивалей рок-музыки в мире. Гластонбери вроде. Что? Гластонбери. Гластонбери, да? Ну, видишь, я как селюк истинный, я никогда там не был, называю его неправильно. Я же правильно понимаю, что за только акцию, вы там выступали не с сетом, у вас было что-то типа акции? Слушай, мы приехали туда на своем танке, и мы там просто, да, с калашом на этом танке принесли речь. Ну, тогда мы говорили много про Украину, про отношения России и Украины, и про права ЛГБТ, про заключенных еще мы говорили, да. Но все это продолжалось, наверное, минут 15. То ли в GQ, то ли в BBC Олеся Герасименко писала, что вам заплатили за это 40 тысяч баксов. Это правда? Ну, это вероятно, да. Но То есть это была акция в обмен, так же, как и все группы, которые там выступают, за гонорар? Ну, это, слушай, они не очень знали, что это будет акция. Они думали, что мы туда с музыкой приедем какой-то. А мы просто вместо того, чтобы выступать на сцене, мы просто сцену проигнорировали и приехали туда вот на вот этом каком-то танке, который мы тоже нашли там через знакомых. Ну, потому что, как бы, вот очень полезно быть художником, потому что ты вот говоришь, зачем это радикализм? Потому что людям не хватает радикализма. Если ты делаешь какую-то дичь такую, то есть очень много людей, которые готовы тебе помогать. Как только ты уходишь в такое что-то вот очень понятное, ну, количество людей, которые хотят тебе помогать, оно уменьшается. Например, в Торонто мы приехали как-то мы были... как это называется, консулами или какими-то, ну, в общем, предводителями местного гей-прайда. Это огромный гей-прайд, если это как вот у нас Парад Победы, там в Торонто так гей-прайд. И мне пришла в голову такая штука, мы разговаривали с моим другом Валерой Печейкиным, который в Гоголь-центре, и вот он сценарист. Он говорит, и мы решили, что вот было бы классно, да, просто проехаться там на огромном хуе. И мы говорим, вот тоже опять-таки, ну, типа, знаешь, как... эти баллистические ракеты едут у нас на Параде Победы, они похожи на такие гигантские хуи президентов, которые хотят ими мериться. Ну, а мы построили себе натурально, просто это опять-таки танк какой-то, и на него водрузили такой, ну, не знаю сколько там, ну, метров 15, наверное, такой красный
хуй, который выстреливал, кончал блестками, а мы сидели внутри него и там что-то кричали в мегафон. Вот. И это все построили нам какой-то местный канадский художник, он вызвался совершенно бесплатно, все это сделал. Он там, наверное, месяц строил этот хуй. И я вообще сама не верила, потому что я просто написала вот эту идею, говорю, ребята, может быть, вот так сделаем. Даже Петя на меня говорил, ну что, кто тебе будет строить этот хуй? Я говорю, ну мало ли, надо попытаться. Поэтому, когда ты какие-то безумные идеи бросаешь вот в воздух, они осуществляются. Ну и точно так же с этим танком и калашом. Я не знаю, там он был не заряжен, конечно, по-моему, калаш был настоящий, как там были на вот этом танке в Гластенберри. Ну а деньги мы все на медиазон уже перечислили, если тебе интересно. А что организаторы сказали на акцию? Они были довольны тем, что у вас вместо музыки была акция? Ну, они были очень довольны, потому что, опять-таки, ну там... Что там, кто писал? Гардиан писал. Гардиан писал, что вот Канье Уэст выступил на фестивале и Pussy Riot. Ну все, больше никого не было. Ну потому что, опять-таки, дичь это хорошо. Дичь и позиции. Сочетание дичи и позиции, мне кажется, это, ну, примерно то, чем мы занимаемся, как концептуальные художники. Юрий будет дуть будет Юрий. Какие у тебя планы на кино? Да никаких сейчас особенно. Но мне нужно было просто, чтобы кто-то помогал разбираться, ну, с предложениями, например. Ну, то есть, когда там к тебе приходит и говорит, ну, вот там снимись в девушке с татуировкой дракона, там, номер 3. Ну, это, не знаю, ну, тебе нужно, чтобы там кто-то из индустрии посмотрел и сказал, там, стоит на это смотреть или нет. Так, и вы смотрели в эту сторону? Нет, мы не стали смотреть в эту сторону. Ну, потому что мы решили, что там, типа, третья часть — это уже отстой. Ну, если бы первая, да. Ну, первая же крутая. Ну, первая классная, конечно. Ну, просто, знаешь, там сиквел, тем более, как там триквел называется, но это уже всегда как такая франшиза, ну и не очень круто. А тебе предлагали какую роль? Ну, вот этой девочки, собственно. Ну, Главную роль? Ну, да. Так. И действительно, единственная причина была только потому, что это третья часть? Ну, да. Это странное решение. Так, а еще кино? Да нет, просто я не очень хочу в мейнстрим уходить еще полностью. Ну, как бы это другая причина. Ну, потому что, допустим... Нет, это звучит правдоподобнее. Ну, просто, понимаешь, можно иногда уйти в мейнстрим, если это очень красиво. Ну, а если ты идешь просто, вот, как бы, не знаю, примерно как сниматься в рекламе, там, шампуня Pantene Pro V. Неправильное название, но да. Ну, это вот третья часть «Девушки с татуировкой дракона». То есть, если бы ты там, первая часть, ну, то есть это уже как самостоятельное произведение искусства. И твоя работа там с мейнстримом, в данном случае, примерно как у Энди Уорхола была работа с коммерческим искусством. Это было само по себе высказыванием. Но здесь, ну, как бы, да, ну, ты просто как-то вот, продался за мелкий прайс, окей. Но это скучно. Вот. Ну, и я поэтому не работаю больше с менеджерами, с которыми мы в какой-то момент работали, ну, допустим, которые сделали там Лана Дель Рей и Дуа Липу. Вот они хотели со мной то же самое делать. Но... Как с певицей или как с артистом? Ну, нам же не обязательно быть певицей, на самом деле. Господи, ну, ты знаешь, как сейчас там записывают их. Ну как? Ну, в смысле, тебе достаточно извлечь из себя там что-нибудь. Дуа Липа отлично поет живьем. Ну, это не обязательно в любом случае. Как ты оценишь Ну, смотри, Лана Дель Рей изначально не могла петь, а потом, ну, этому учат. Я тоже ходила на курсы вокальные. Ну, то есть как-то я могу лайв петь. Как? Как ты оценишь свое умение петь лайв? Ну, хуёво. Блин. Ты очень адекватный человек. Потом, я просто не знал, как... А где ты слушал? Я лайв видел в ютубчике. А что ты смотрел там? Какое у тебя любимое? Любимое? Да. И это был какой-то концерт европейский. Вот. И это было плохо, но, в общем-то, плохо и даже в клипах. Клипом «Чайка», точнее, исполнением сам в клипе «Чайка». Довольна? Сапог и цепояс поддержит в Краснодарском крае. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Да. «Чайка» мне нравится. Так, а в клипе про Трампа? Про Трампа, ну, мне сейчас уже вообще не очень нравится это произведение. Нет, мне не нравится. Ну, оно как раз слишком такое гламурное. Ну, и голос мой, наоборот, слишком красивый там. А там это благодаря вот этим штучкам, да, звукорежиссера? Конечно. Не, просто... То есть они же там делают, допустим, там 30 тейков, и потом они берут вот по маленькому кусочку. То есть это абсолютно такая франкенштейновская история. Кто пишет тексты? Вот при всем том, насколько яркие вы все делаете акции, не связанные с музыкой, когда слушаешь вас, смотришь клипы, ты думаешь, ну почему же это так
пусто? Почему это так плохо? Вы сами пишете тексты. Ну, это такое типичное арт-повара. Ну, чем хуже, тем лучше. А, это намеренно, да? Ну, как Веденский говорил о том, что если у меня будет плохая рифма и хорошая, то я выберу плохую. Ну, то есть там разомни мышцы рук и ног, полицейский лежит у тебя между ног. Ну, то есть Это плохая отлично, рифма, просто да. мне очень нравится. Но тогда те тысяча человек, которые в Европе ходят на концерт, они для чего ходят? Ну, я думаю, ну, честно говоря, они, скорее всего, ходят на историю. Позырить. Да. Ну, то есть это скорее такая зоопарковая история. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Ты тщеславна? До известной степени, да. До какой степени? Ну, до той степени, пока это не перерастает в имморализм. Ловил ли ты хоть раз себя на мысли, что ты поступаешь аморально? Именно по части тщеславия? А по части тщеславия? Ну, конечно, да. Ну, мне кажется, это очень важно себя контролировать, да. Но, естественно, в какой-то момент ты себя просто бьешь по носу. Ну, когда ты просто слишком много о себе думаешь, потому что это же вообще часть нашей современной культуры. Я, iPhone. И в этом смысле мне нравится больше Берни Сандерс, тот социалист из Америки, который говорит, нужно сделать we phone, там мы phone. Ну, в смысле, нужно больше заниматься, конечно же, коммунитаризмом, сообществом и меньше думать о себе. Но, конечно же, как продукт современной цивилизации, культуры, конечно, я тоже в этом грехе себя замечала. 3 главных качества Надежды Толоконниковой. Задротство, настойчивость, умение говорить на разных языках. Ну, не английский и русский, а в смысле говорить с разными людьми. Ну, то есть я во многом это в зоне научилась. То есть ты не как активист там пытаешься бросаться там какими-то терминами, которые там у людей скорее раздражение вызовут. Например, я там коммунитарист. Тебе скажут, пошел в жопу. А ты пытаешься объяснить другими словами, если ты понимаешь, что человек не готов такими терминами разговаривать. Когда ты последний раз была абсолютно счастлива? Ну, сегодня я пресс качала. Я, когда спортом занимаюсь, у меня сразу адреналин, ну не спортом, в смысле фитнесом, у меня адреналин сразу, и мне хорошо, и классно, и я счастлива. Поэтому я торчок, зальный торчок, я прихожу туда, и часа 3 могу вообще провести там. И слушаю рэпчик какой-нибудь, и вот на каком-нибудь эллипсе потом начинаю качаться. Вообще мне так нравится. 3 лучших рэпера России прямо сейчас. Привет, Шмон, Фейс, МС Анюта. Почему ты назвала Фейса? Ну, из альбома последнего, конечно же. Тебе понравилось? Наш менталитет не платить за свою хату. Даже если света нет, нам все равно пиздато. Ну, мне дико понравилось. Мне просто такой бальзам на душу пролился, и я просто хотела бежать на улицу с флагом сразу же. Ну, тебе понравилось то, что он затронул тему, или то, как это сделано? Ну, мне и то, и другое понравилось. То есть исполнение тебе тоже понравилось? Ну, мне понравилось это исполнение, да. Угу. Ну, в смысле, да, я знаю, что его принято почему-то ругать за это, но Нет, отлично здесь же. дело в другом. Да, ну там вот Дело в про другом. магазин, захожу я в магазин, выпускаю магазин. Не, круто, круто. И, конечно же, как человек, который, в принципе, занимался политической музыкой в течение каких-то лет, я понимаю, насколько сложно это выразить не пошло, политический протест в песне. И я помню, когда-то давно, год назад буквально, мы разговаривали с Петей Верзиловым, и я говорила о том, что я к выборам хочу там какой-то записать трек. И мы сошлись на том, что как раз нужно сделать так, чтобы это было и про политику, и не пошло одновременно, и просто, как у Фейса. И мы на Фейса стали слушать. Вот. А тут он взял и сам сделал. Почему до Фейса годами никто из людей, находящихся просто в зените резонанса, не высказывается про политику? Я имею в виду музыкантов. Ну, Макаревич высказывался. Ну, не в Шевчук. зените резонанса. Я имею в виду кумиров молодежи. Макаревич не кумир молодежи. Почему рэперы никогда не высказываются? Потому что у них нет взглядов, потому что им страшно или по какой-то другой причине? Ну, да, я однажды написала даже текст о том, что им страшно, просто меня стал L1 10. Он написал мне о том, что вообще нам нифига не страшно, нам просто очень интересно реально только про клубы петь и про телочек. Ну, не знаю, может, им правда про это интересно. Но мне кажется, что искусство, оно никогда не существует вне социального контекста. Ты же там выходишь на улицу, читаешь новости. Мне кажется, естественно, высказываться. Но потом, учитывая традицию рэпа, ну знаешь, как бы вот слушая NWA,
Наверное, странно вообще никак не высказываться ни о ментах, ни там, ментовском насилии, ни о бедности, ни о насилии государства. Но мне кажется, они, суд, а те, кто не высказывается, они суд. В смысле, не обязательно же там против высказываться, но можно даже за высказываться. То есть там какой-нибудь... Я именно это имел в виду. Да, Никто вообще не говорит про политику. Хоть за Крым, хоть против Крыма. Тимати за Путина высказывался. То есть это в любом случае более интересно. То есть мне нравится, когда люди не замалчивают эту тему, потому что вот эта вот история на тему того, что, я просто живу, у меня свои интересы, я в своем мире, в смысле. Рэп — это осмысление реальности, рэп — это социалка. Идеальная Россия какая? Коротко. Идеальная Россия, где людям не мешают быть отличными. То есть где тебя не наказывают просто за то, что у тебя есть какие-то необычные идеи. Идеальная Россия — это социал-демократическое государство, парламентская республика. Переход от президентской к парламентской республике должен быть совершен как можно быстрее. Идеальная Россия — это место, где я могу основать свою пиратскую партию. Я осознаю, что мои взгляды всегда будут в меньшинстве, но я просто очень не хочу, чтобы под флагом защиты интересов большинства меня и людей, подобных мне, угнетали и сажали в тюрьмы. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ничего не буду говорить. Почему? Его же никак не изменит, на самом деле, то, что он делает, никак не изменит свою стратегию из-за того, что я ему что-то скажу или нет. Поэтому, наверное, не стоит ничего говорить. Зачем тратить слова? Конкурс. Что ты принесла? Я принесла розовую пизду. Ох, так. Это что за размер? Не знаю. Выглядит квадратный, как Excel. Она большая, это оверсайз должен быть. Так, окей. Я в ней сплю, например, в такой. Не именно в этой. Нет, не в этой, нет. Так. Вот это балаклава. Но здесь нет еще дырок, потому что вы дырки должны сами себе вырезать, потому что указываю за разное лицо. Но бодипозитив входит в список того, что будет в идеальной России. Никто не должен будет выглядеть стандартизированно. Поэтому сами вырежете. Конкурс очень простой. На наш взгляд, песни группы Pussy Riot акционизм круто, но песни группы Pussy Riot это просто вообще ни о чем. Это даже мимо самого гаражного, самого простого панка. Поэтому давайте поможем Наде, как участнице группы Pussy Riot, и придумаем хорошие... Допустим, это будет припев или первые 4 строчки. Что-нибудь, какие-нибудь слова, которые в формат Pussy Riot бы попадали, и для того, чтобы они потом могли наложить это на музыку, использовать либо как часть своей песни, либо, учитывая простоту жанра, как всю песню. Поэтому, друзья, кусочек песни для Pussy Riot в комментарии, и то, что будет веселее, активнее, лучше всего, мы премируем людей вот такой розовой пиздой и такой замечательной зеленой балаклавой. Спасибо тебе большое.